Друзья, продолжаем наш эфир онлайн-телеклиники «Доктор на работе». В нашу онлайн-телеклинику каждый из вас может пожаловать с видеовизитом или позвонить нам по телефону 8 800 707 08 27 и в виде телефонного звонка обратиться к лучшим врачам нашей страны и получить ответ на ваши вопросы о вашем здоровье, здоровье ваших друзей, родных, близких. Также есть QR-код на экране, сканируйте его и задавайте вопросы письменно в Telegram. Я их прочитаю на ноутбуке и задам врачу в ближайшие полчаса. Будем разбираться, как избавиться от храпа. Храп – это не просто неприятный звук, который может издавать ваш партнер, ваш партнерша, который вы спите, но и вы сами можете просыпаться от своего храпа, но и источник многих заболеваний, вообще негативное состояние, которое на наше здоровье влияет. Как влияет? Будем акцентировать сегодня, и как избавиться от храпа с помощью хирургии ли, как приучить себя спать в специальной маске и как эффективнее, например, отучить себя спать на спине, чтобы снизить этот риск в том числе. Поможет нам разобраться с этим наш эксперт, я ее представлю, врач-отоларинголог, хирург, кандидат медицинских наук Ольга Николаевна Романова. Ольга Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Николаевна, храп – проблема насущная, вездесущая, я бы сказал. Я на поезде сегодня приехал, поэтому я об этом тоже могу сказать, что это проблема вездесущая. Скажите, пожалуйста, как вообще вести себя человеку, который храпит? Многие думают, что храп, ну ничего страшного. Там, я один сплю, ничего страшного. Совершенно верно. Храп, это, я бы сказала, это прежде всего социальная проблема, большая социальная проблема, поскольку, представьте себе статистику, 10% разводов происходит по причине храпа. Ничего себе. То есть у людей накапливается недосып, раздражение друг на друга в итоге. Спят в разных комнатах. Хорошо, если есть разные комнаты. Либо приходится спать в одной комнате, и дальше, видимо, этот негатив переходит уже на другие сферы жизни, и вот вам разводы. Дальше, по статистике, 20% людей в мире храпят. То есть это каждый пятый человек. И если считать, что мужчины храпят больше, намного, то это почти каждый второй или третий мужчина храпит. И вот и результат. Храп очень мешает жизни. По механизму храпа, что это такое, почему он вообще происходит? По механизму это когда мягкие ткани горла, глотки, одна мягкая ткань задевает об другую, и происходит вот такая вибрация, и происходит шум неприятный в виде храпа. И это может происходить на уровне неба. Это мягкие ткани, там есть небный язычок, который в процессе длительного храпа все больше и больше опускается вниз, поскольку его эластичная ткань травмируется, рвется, и он, собственно, падает вниз. И вся занавеска, падая вниз, может касаться задней стенки глотки. Храп может быть на уровне языка, корня языка, и надгортанника, это нижняя часть уже глотки. Ну, а также храп может быть за счет аденоидов. Об этом я расскажу чуть позже. То есть храп храпу рознь в некотором смысле? Абсолютно. Это комплексная проблема. Сверху донизу нужно смотреть. Ну, вы меня, конечно, шокировали. 10% разводов в связи с храпом. Да. Но нам нужно семейные ценности отстаивать как-то. Конечно. Давайте... Мы сегодня будем этим заниматься, я надеюсь. Да. Давайте к этому... Поможем людям. Да, постараемся к этому и перейти. Проблема частая. Что делать в данном случае? С чего начинать? Я так понимаю, что она проявляется не всегда в раннем возрасте. С возрастом вероятность храпа повышается. То есть можешь выйти за человека, который не храпит, а потом вот тебе сюрприз. Точно. Почему это происходит? Потому что с возрастом ткани, опять же, становятся более дряблыми, менее эластичными, менее плотными. И законы физики мы не можем обойти. Гравитация, это все тянет вниз, и в итоге ткани действительно опускаются вниз. Но храп проявляется чаще всего в положении лежа на спине. Когда основная как раз часть мягких тканей западает назад, и в том числе и корень языка. И правильно вы сказали, как выбрать позицию для сна. Это важный момент, когда простой храп, можно действительно уйти от него за ночь. Нужно спать на боку, но человек, чтобы контролировал это положение на боку, врачи, доктора, люди придумали некоторые лайфхаки. Один из них, самый простой, это взять теннисный мяч
и, пришив карман на ночную рубашку сзади, да, вложить его туда. Соответственно, если ночью вы повернетесь на спину, вы почувствуете этот мяч и перевернетесь на другую сторону. Есть более мягкие, более удобные приспособления в виде, например, рюкзачка для сна, наполненного мягкой подушкой, который также не даст человеку повернуться на спину, он опять повернется на бок или перевернется на другой бок. Можно порекомендовать, и это тоже современные электронные устройства, будильники. Есть наручный будильник, который устанавливается на руку, но датчик ложится либо на грудную клетку, либо в области лба, который фиксирует положение человека в пространстве. И если вы отклоняетесь, опять же, на спину, то будильник часы начинает вас будить. Это будет либо такой вибросигнал, либо электрический сигнал. Вначале очень слабый. Если вы проснулись, перевернулись хорошо. Если нет, он будет сильнее и сильнее, добудится вас, чтобы вы снова легли на какой-то бочок. То есть эту роль жены несчастной или супруга, например, можно переложить на электронное устройство сейчас. Еще есть интересная вещь, так называемая умная подушка. Когда вы лежите, датчики считывают положение головы. И если голова ушла из стороны, наоборот, на затылок, то подушка сама так надувается, что она поворачивает плавно и аккуратно вашу голову, словно на бочок. Вот. Сколько девайсов разных. От простейших, да, от теннисного мячика. До очень продвинутых и недешевых некоторых. Ну, теннисный мячик всем под силу, я думаю. Да. Но так или иначе, как вы сказали, переложение функций жены на электронное устройство мы не поддерживаем в целом. Но в данном случае это поможет. У нас есть видеозвонок от Семена. Давайте ему ответим на его вопрос. Семен, здравствуйте. Добрый день. Рады вас видеть и слышать. Пожалуйста, вопрос задавайте. Здравствуйте. Вот, доктор, скажите, пожалуйста, вот у меня сильный храп. Как бы иногда даже ночью кажется, что я задыхаюсь. Вот от этого часто просыпаюсь. Вот в молодости занимался единоборствами. Неоднократно был сломан нос. Теперь практически не могу обходиться без сосудорасширяющих спреев. Вот. Жена тоже со мной не может спать в одной комнате, говорит, что я очень шумный. Вот скажите, пожалуйста, вот есть ли какое-то лечение храпа или нужно хирургическое вмешательство? Спасибо. Да, Семен, вы сейчас затронули серьезную, хорошую проблему, о чем мы тоже собирались сегодня поговорить. Это апноэ. То есть храп может быть симптомом более серьезного и грозного заболевания, как апноэ, или нарушение дыхания во сне, или остановки дыхания во сне, о чем вы и говорите. Вы просыпаетесь от некого удушья, да, или остановок дыхания, и это очень опасные эпизоды. Что происходит в это время? У вас не только мягкие ткани задевают друг об друга, вызывая храп, но и полностью перекрывают дыхательные пути, и на какой-то момент вы перестаете дышать, ваша диафрагма делает попытки вдоха, но она не может преодолеть вот это сопротивление в дыхательных путях, пока кислород в крови не опустится до такого критического уровня или углекислый газ накопится до такого критического уровня и закислит ваш организм, что в мозге появляется сигнал СОС, надпочечниками в это время выбрасывается гормон стресса, это кортизол, адреналин. В это время сокращается мускулатура, и дыхательное в том числе, повышается давление, повышается пульс, то есть вы просыпаетесь и делаете потом вдох. И это действительно очень вредная вещь для организма, потому что это изнашивает организм, и мозг ваш не спит, все время просыпается, и сердечно-сосудистая система, она выбивается из строя. Что делать? Здесь нужно пройти в первую очередь обследование. Первое – это посмотреть у лор-врача все ваши дыхательные пути. Вот вы сказали, что у вас искривлена перегородка носа, вы пользуетесь каплями, у вас плохо дышит нос. Первая причина, и самая частая, от чего потом появляется храп, это нарушение носового дыхания. Если вы плохо дышите носом, вы автоматически втягиваете воздух с большей силой. А когда вы втягиваете воздух с большей силой, то трубочка
дыхательная, она мягкотканная. И по закону физики мягкотканная трубочка, она присасывается, понимаете, в большей степени, чем если бы воздух проходил свободно. Поэтому в первую очередь вам нужно, Семен, освободить носовое дыхание, улучшить его. То есть сделать операцию там, септопластика, да, выпрямить перегородку носа, если была травма, поработать с раковинами или там, если есть гайморит у кого-то. В общем, сделать так, чтобы вы свободно дышали носом. Это первое. Второе. Надо посмотреть, что происходит с вашими мягкими тканями глотки. Потому что со временем, как я сказала, они уже в процессе храпа разбалтываются, провисают, менее эластично становятся, и уже дальше они не поднимутся наверх. Вот, это надо понимать. И здесь нужна уже хирургия в области глотки. Это различные уволопалатопластики, да, это поднимание глотки. Я даже дальше подробнее расскажу об этапах и какие бывают операции. Но это вам нужно сделать. И перед этим, перед всем нужно сделать обследование сна. Мы, лор-врачи, делаем такое исследование, называется слип-эндоскопия, когда мы помещаем пациента в внутривенный искусственный сон, буквально на 10 минут, это легкий сон, укладываем голову на подушку, приблизительно на такую же, как вы спите дома, и эндоскопом аккуратненько смотрим через нос в глотку, каким местом вы храпите, что там замыкается, смотрим дальше уже в надгортанник и корень языка и осматриваем эту область в том числе, для того, чтобы четко вам дать понять, какова причина вашего храпа. И для хирурга это очень важно, чтобы посмотреть, сколько тканей в итоге нужно отрезать или подшить, ну или соперировать их, чтобы не убрать лишнее, но и не оставить то, что вам будет дальше продолжать мешать. Семен, услышали ответ на ваш вопрос? Да, конечно, спасибо большое. Да, спасибо вам. Мне все понятно. Да, спасибо вам. Ну что же, Ольга Николаевна, Семен пример явил собой, да, как нужно серьезно относиться к своему здоровью и к благополучию супруги психологическому. Но он спортсмен. Да. Травма в связи с спортом была в том числе. А есть ли позитивное влияние спорта, пребывания в хорошей форме и так далее на храп? Ну, конечно. Ожирение – это вторая по частоте проблема и причина храпа. Если человек спортсмен или не спортсмен, все могут набрать вес со временем. И что происходит? Жировая ткань откладывается не только под кожей в организме, но и внутри дыхательной трубки под слизистой оболочкой. И это неминуемо сужает дыхательные пути. Похудение на 10% от вашего веса, например, на 10 килограмм от 100, улучшит значительно эти параметры сна и храпа. То есть храп может вообще уйти. Можно, снизив вес, вылечить свой храп. Не затягивать с этой проблемой, если он появился, проверить на лишний вес себя и заняться спортом, физкультурой или сесть на диету. Мы очень плотно работаем с диетологами для того, чтобы пациента, например, подготовить даже к операции. Если он слишком тучный, то трудно пройти послеоперационное лечение. Здесь уже помогут CPAP-аппараты. Это машины, которые помогают дышать под положительным давлением. Она так и переводится Positive Airway Pressure, то есть когда подается через трубку и маску, давление все время положительное, и на вдохе, и на выдохе положительное давление препятствует падению дыхательной трубки и неба. И тогда человек может дышать всю ночь при любом степени апноэ, даже при самой тяжелой. И я знаю, что очень люди положительно отзываются о этих CPAP-аппаратах, потому что наконец-то мозг получает кислород, восстанавливаешься во время сна. То есть очень важное средство такое. Совершенно верно. Оно производит просто чудеснейший эффект. И я видела глаза пациентов, когда они сказали мне, что я выспался сейчас так, как я спал последний раз в детстве. То есть проснулся с ясной головой, с полной энергией. Вот отсутствует вот эта разбитость, усталость, как будто тебя били всю ночь. Вот такое ощущение и в мышцах, и в целом голове. И когда в течение дня человек чувствует себя нормально, не уставшим, лучше работает голова, больше физических сил. И, пользуясь CPAP-аппаратами, люди, опять же, легче переходят на физические нагрузки и на снижение веса, потому что уже есть силы этим заниматься. Если человек не выспавшийся, усталый, у него нет сил даже пойти в спортзал,
Вот, поэтому это как замкнутый круг получается. А СИПАП-аппарат помогает разорвать этот круг, заняться уже физкультурой, спортом, снижением веса, затем храп, может быть, даже уменьшится, и даже если мы перейдем к хирургии, это будет уже меньший объем. Вот. Мгм. Есть менее тяжелая артиллерия, скажем так, в репертуаре. У нас на столе тоже какие-то есть виды воздействия, которые можно применить. Давайте о них расскажем. Да, меня часто спрашивают, доктор, есть ли средства от храпа, которые мы можем купить в аптеке, потому что так много на полочках рекламных надписей. Вот капли спрей от храпа, вот в нос, есть спрей в горло от храпа, есть какие-то приспособления, девайсы. Но я покажу некоторые из них. Например, есть распорки для носа. Они вставляются в нос и помогают расширить ноздри. Но это не сказать, чтобы средства от храпа, а больше средства для улучшения носового дыхания, что, собственно, очень важно для дыхания и для предотвращения храпа. Используется только при проблеме искривленной перегородки носа в самом начале носовой перегородки, либо при спавшихся носовых крыльях носа. Вот. Но использовать можно. Дальше. Есть вот такие пластыри, распаторы, которые можно приклеить снаружи на нос, и поскольку они имеют плотную структуру, прочную, да, они как распорки расширяют вход в нос, расправляя крылья носа. Ими пользуются и спортсмены, кстати говоря, когда идет интенсивное дыхание, чтобы не западали стенки крыльев носа. Но с ними можно вполне спокойно ночью спать, если есть проблема именно в начальном отделе носа и носовой перегородки. Есть такие капы для сна. Их надо носить, опять же, надевать ночью. Что они делают? Эта капа позволяет удерживать челюсти, особенно нижнюю челюсть, в позиции вперед. То есть она немножечко выдвигает, помогает выдвинуть челюсть вперед, что освобождает передний задний размер шеи, что отодвигает корень языка немножко кпереди, надгортанник кпереди, и освобождает дыхательные трубки. Эти девайсы, опять же, лучше брать у профессионалов, чтобы вам подобрал доктор-ортодонт по размеру вашей челюсти, по размеру зубов. И в правильных устройствах, в профессиональных, имеется такой винтик специальный, который выдвигает ровно настолько нижнюю челюсть, чтобы вам было комфортно, чтобы, опять же, не повредить челюстно-лицевые жевательные суставы. Вот. Что касается капель в нос от храпа, я посмотрела их состав. В основном это сосудосуживающие капельки в нос, что, собственно, не очень правильно предлагать их как средство от храпа, поскольку больше 5-7 дней мы их не можем использовать, да, иначе будет дальше привыкание. Конечно, нос освободится, как у нашего пациента Семена, он будет лучше дышать, но это временная мера. Другие капли, которые предлагают, содержат масляные препараты. Видимо, разработчики вкладывают такую идею, что если будет смазан нос или глотка, то храп будет меньше, не такой громкий, более мягкий. Но эти средства не особо помогают, честно говоря. Такие же спреи в горло есть. Есть тейпы на рот. То есть можно заклеить рот, чтобы он не открывался ночью. Но опять же, если при этом нос плохо проходим, и носом человек не может дышать, то как он будет вообще дышать? И это не избавит его от храпа. Но в ряде случаев мы приучаем людей дышать через нос и закрывать рот, особенно у взрослых после оперированной перегородки носа и освобождения носового дыхания, или у детей. У детишек после удаления аденоидов дети привыкают дышать ртом и продолжают дышать ртом годами, если их не переучивать. И эти тейпы помогают буквально за месяц, за два переучить ребенка дышать все время носом, и тогда он автоматически будет закрывать рот. И это тоже является профилактикой храпа. То есть каждому воздействию в целом есть свое применение, за исключением там, некоторых масляных историй, да, которые имеют странное обоснование. Да, да.
Можно пробовать, но лучше проконсультироваться с врачом, и грамотный врач вам не откажет в том, что можно попробовать некие устройства в начале, перед тем, как приступать уже к хирургии или более серьезному лечению. Вот про хирургию хочется поговорить отдельно, но прежде чем приступим к хирургии, давайте еще обозначим те проблемы касаемо здоровья, к которым храп с апноэ в том числе приводит. Потому что мы сказали о том, что храп — это социальная такая ситуация, проблема, но есть и, получается так, как будто бы я должен от храпа избавиться, чтобы других не смущать. Да? Это же не единственная мотивация. На самом деле для нашего здоровья очень важно правильно, полноценно спать и дышать во сне. Совершенно верно. Вот эти последствия храпа, как апноэ, вот этой проблемой занимается весь мир очень серьезно. Потому что плохой сон, мозг не отдыхает, и в течение дня снижается концентрация у человека, снижается память, появляется сонливость в течение дня. И самое опасное, что эта сонливость неудержима. И человек может заснуть, даже разговаривая с собеседником, а еще более опасно, будучи за рулем. Микрозасыпания такие, да? Микро, либо даже макрозасыпания. Опять же, по статистике, самые тяжелые ДТП с выездом на встречную полосу, если водитель трезвый, это причина апноэ. То есть человек просто заснул за рулем и выехал на встречную полосу. Поэтому с этой точки зрения это тоже очень серьезная проблема, ее нужно решать. Сердечно-сосудистая система страдает очень сильно. Вот эти взлеты и падения артериального давления – это очень трудно контролируемая гипертензия. И пациенты, если обнаружили, что артериальное давление повышается в большей части по утрам, нужно заподозрить апноэ и обратиться к врачу. В течение ночи во время апноэ могут произойти инфаркты, инсульты. То есть человек может вообще не проснуться. Храп и апноэ сокращают продолжительность жизни на 10 лет, а то и больше. Поэтому я сейчас напугаю всех, чтобы люди задумались и быстро завтра пошли к врачу. Да, правильно делаете, да. И в данном случае что предлагает хирургия? Хирургия. Хирургия ныне другая, нежели была 30 или 40 лет назад, когда отрезали часть глотки, мягких тканей, и это приводило к некоторым осложнениям, как нарушение глотания, поперхивание пищей. Сейчас это более тщательная хирургия, выверенная, это пластика неба. Да? Учитывая вот этот метод диагностики во время сна, когда мы смотрим эндоскопом и замеряем уже все структуры, мы можем совершенно четко отмерить, какую ткань где отсечь, какими швами подобрать и как расширить глотку. Последнее современное в медицине храпа – это барб-швы. То есть мы используем такие же швы, как при фейслифтинге. Это шовчики с насечками, которыми мы прошиваем небо вот так зигзагом и подтягиваем его. И даже ничего не разрезая, получается очень хороший эффект, даже при тяжелом апноэ. Кроме того, как я сказала, нужна хирургия носа, потому что нос – это главное. У детишек это удаление аденоидов, удаление небных миндалин. Если они большие, они также могут вызывать и храп, и апноэ, даже у детей. Ну, а также хирургия корня языка, при западении корня языка и маленькой нижней челюсти. Мы привлекаем наших коллег-челюстно-лицевых хирургов, которые нам помогают справиться с этим, могут произвести операцию по выдвижению челюсти вперед, соответственно, освободить нам трубку. И ортодонты, которые могут подобрать вот эти специальные капы. В мире есть и суперсовременная хирургия. Это имплант на подъязычный нерв, который вживляется прямо вот на нерв, и датчик идет к диафрагме. Когда язык заваливается назад, это очень сложно решаемая проблема. Вот этот датчик включается, и язык подтягивается ночью вперед, опять же, освобождая глотку для дыхания. Но у нас в стране пока этих операций нет. Мы следим за тем, что происходит в мире. И если это будут успешные операции, тогда, я думаю, они придут и к нам рано или поздно.
Будем надеяться, что они будут успешны. Скажите, просто, буквально у нас минутка с небольшим остается. Как действовать человеку, который вот только начинает храпеть? Да, он только обнаружил, ему там жена сказала, что храп становится проблемой. Мы идем к доктору, во-первых. А как действовать в условиях разных интервенций, которые возможны? Да, надо прийти к лор-врачу и, опять же, посмотреть, в чем причина. Ухудшилось носовое дыхание, да, может появиться храп. У некоторых людей храп появляется только в момент ОРЗ или гайморита, когда отекает нос, и все, начинается сужение воздушного потока, человек начинает храпеть. Также при этом может отекать глотка. Нужно посмотреть, нет ли аллергии на что-либо. Иногда отекает небный язычок и глотка. Здесь тоже нужно разобраться и убрать из продуктов питания те, которые вызывают аллергию. Нужно посмотреть, не набрал ли вес человек, и тогда отправить его на физкультуру, на снижение веса, на диету. И, возможно, через месяц-два уже храп идет. Нужно посмотреть, если это ребенок, да, не выросли ли аденоиды. И тоже срочно обратиться к врачу и решить эту проблему, чтобы ее не запускать. Ольга Николаевна, спасибо большое за этот прекрасный рассказ, очень важный. Свою лепту в семейные ценности, их поддержание и увеличение продолжительной жизни в нашей стране мы внесли. Спасибо вам большое. Будем вас еще ждать на студии. Дорогие друзья, через 2-3 минуты продолжим эфир с новой темой. Будьте с нами, готовьте ваши вопросы. До встречи.